Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очередную мою авторскую разработочку. Крючок я использую 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах. Бисер неровный, крупный, прокрашен изнутри золотом. Вы можете взять буквально любой бисер крупный. И перед началом работы я его нанизываю на рабочую нить. Присоединяйтесь, будет очень интересно, необычно и красиво. ВЦК 237, дубль 3. Начинаем выполнение с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению первого ряда. Смотрите, я выполняю воздушную и немножко подтягиваю. Далее я в колечко буду провязывать 12 столбиков без накида. При этом буду ввязывать мою ниточку. И давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Я выполнила 12 столбиков без накида. Далее, смотрите, я пропускаю воздушную, ввожу крючок в первую вершинку и выполняю соединительную. Мой первый ряд готов, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд моего цветочка я начинаю с выполнения воздушной петли и подтягиваю. Далее столбик без накида в эту же петлю. Далее 2 воздушные. 1, 2. Смотрите, пропускаю вершинку одну, в следующую вершинку ввожу крючок, столбик без накида. Далее 1, 2, пропускаю вершинку, столбик без накида. 1, 2, пропускаю вершинку, столбик без накида. 1, 2, пропускаю, и таких арочек у меня должно получиться 6. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя 6. Пропускаю, ввожу крючок. Смотрите, очень внимательно. Вот моя воздушная. Пропускаю ее и в вершинку столбика ввожу крючок соединительную. Мои арочки готовы. И это второй ряд моего цветочка. Я могу приступить к выполнению третьего ряда. Мы продолжаем нашу работу и выполняем, точнее приступаем к выполнению третьего ряда. Воздушная. В эту же вершинку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее, смотрите, я под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее, очень внимательно, я выполняю одну воздушную и следующую воздушную я выполняю с бисером. Мы с вами, помните, бисер перед работой нанизали на рабочую нить. Что я дальше делаю? Я вытягиваю, захватываю рабочую нить за бисеринкой и вот как бы ее, видите, протягиваю прямо через воздушную. И хорошо подтягиваю. Вот таким образом у нас с вами получилась воздушная петля с бисеринкой. Воздушная еще одна и еще одна воздушная. То есть мы как бы вот с вами такой прием выполнили. Далее столбик без накида. И еще раз повторим то же самое. Всего у нас таких вот как бы 3 арочки должно получиться. Что мы делаем? Еще раз, смотрите. Воздушная. Вытягиваю.
захватываю за бисеринкой, протягиваю бисериночку через петлю и подтягиваю. Далее раз воздушная и 2. И столбик без накида. Вторая арочка. И еще раз. Вытягиваю, подтягиваю бисеринку, захватила, протянула, хорошо подтянула, воздушная и воздушная. И столбик без накида под эту же арочку. Вот смотрите, у нас с вами вот такие 3 арочки получились с бисериночками. Видите, бисеринки прямо вот красиво так стоят. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Столбик без накида. И далее под арку. И выполняю то же самое. То есть мы под каждую арочку с вами будем выполнять вот такие арки с бисеринкой. Давайте я первую выполню. Воздушная. Далее подтягиваю бисериночку. Захватываю. Протягиваю. Давайте побольше вытянем. Вот так. Прямо хорошо, да, вытянем. И все равно потом с вами берем и подтягиваем. Раз провязали и 2. И столбик без накида. Очень просто вяжется, смотрится великолепно. Такой прием. И вы выполняете так до конца нашего ряда кругового. Как завершить ряд, я покажу. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. Очень внимательно пропускаю воздушную петелечку, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению следующего ряда. Я выполняю одну воздушную петлю, подтягиваю. Далее ввожу крючок в вершинку этого же столбика и выполняю столбик без накида. Далее мы с вами будем выполнять арочки из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Далее смотрите, мы находим столбик, который провязывали вот над столбиком, который, помните, да, тоже крепил арочки. И вот берем вершинку этого столбика, вводим крючок и выполняем столбик без накида. Наши все арочки вот эти с бисером остаются перед работой. Поправляем вот так, чтобы у нас красиво все было. И продолжаем. Далее 1, 2, 3, 4. Опять я ввожу крючок, проверяю себя вот в столбик вершинку и столбик без накида. И далее опять арочка. Так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Пропускаю воздушную и ввожу крючок. Выполняю соединительную. Мои арочки готовы. Они хорошо, видите, по изнаночной стороне видны. И теперь мы с вами будем выполнять вот точно такие же арки с бисером, только арочки у нас будут немного больше. Приступаем к выполнению следующего ряда. Воздушная. В вершинку ввожу крючок, столбик без накида. Далее под арочку столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные. И теперь я подтягиваю бисер. Подтягиваем наш бисер. И выполняем точно такой же прием, как мы с вами выполняли ранее. То есть что мы делаем? Захватываем рабочую нить за бисеринкой, протягиваем. Далее, смотрите, подтягиваю хорошо и провязываю воздушную. Далее 1, 2, 3 воздушных. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. И
Таких арочек мы должны с вами выполнить 4. Одна готова. Выполняем дальше опять. 1, 2, 3. Бисеринка. Протягиваем. Хорошо затягиваем. Воздушная. 1, 2, 3. И столбик без накида под эту же арочку. Это вторая у нас с вами арка. 1, 2, 3. Бисериночка. Подтянули. Протянули. Затянули. У нас с вами прямо одни глаголы. Далее провязали воздушную. 1, 2, 3. И под арку. Это у нас с вами третья арочка. Очень удобно считать по бисеринкам. И еще одна. 1, 2, 3. Далее воздушный. 1, 2, 3. Столбик без накида под арочку. И завершаем выполнение. Опять же я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю столбик без накида. И далее все то же самое. Вот смотрите, какая красота. То есть вяжется очень просто. И вот такие у нас с вами получаются арочки с бисером. Я начну выполнение под следующую арочку. Вы продолжите самостоятельно. Столбик без накида. 1, 2, 3. Далее подтягиваю бисеринку. Провязываю. Хорошо подтянули. Воздушная. 1, 2, 3. Столбик без накида под арочку. Итак, мы с вами продолжаем, как я уже сказала, до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего кругового ряда и ввожу крючок в столбик без накида. Давайте вот уберу, чтобы вам видно было. Видите, вершинку выполняю соединительную. Следующий ряд у нас с вами будет ряд арочек. Все очень просто. Я выполняю воздушную, подтягиваю, ввожу крючок в эту же вершинку, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Арочка у меня будет из 5 воздушных. Смотрите, пропускаю все арки, которые выполнены именно под эту арочку, да, вот эти вот арки с бусинками, с бисером. И смотрите, вот мой столбик, который выполнялся, вот тут он центральный, 1, 2, 3 столбика в него, и вот он выполнялся, видите, вот в столбик, который тоже крепил арочку. И выполняем столбик без накида. Здесь все просто. Мы вяжем просто арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же я столбик без накида ищу. Вот 1, 2, 3 центральный, да, так мне проще. И выполняю столбик без накида. Так я вяжу до конца моего ряда арочки из 5 воздушных. Я выполнила все арочки. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Это 6-я. Завершаю выполнение кругового ряда. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Арочки мои. И далее следующий ряд будет очень простой. Это столбики без накида. Воздушная, подтягиваю,
вершинку в эту же ввожу крючок, столбик без накида, и под каждую арочку я провязываю по 7 столбиков без накида. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Вершинку следующего столбика столбик без накида, и под следующую арочку опять же 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Столбик без накида, вершинку столбика и так далее. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда столбиков без накида. И смотрите, я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. И теперь могу приступить к выполнению ряда моих лепесточков. Как я буду выполнять? Воздушная я подтягиваю, далее выполняю в эту же вершинку столбик без накида. Далее в следующую вершинку столбик без накида. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных выполняю. 3 накида на крючок. Ввожу крючок, вот смотрите, в эту же вершинку, куда я провязывала столбик без накида. И выполняю первый незавершенный столбик с 3 накидами. 3 накида, второй незавершенный столбик с 3 накидами. 3 накида. Теперь смотрите, я пропускаю 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую вершинку ввожу крючок, выполняю незавершенный столбик с 3 накидами. Еще 3 накида. В эту же вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с 3 накидами незавершенный. Смотрите, вот у меня на крючке вершинки мои незавершенные, да, и рабочая петля. И я все вместе провязываю в один прием. Далее арочка 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных. И очень внимательно ввожу крючок в эту же вершинку, куда только что провязывала, столбик без накида. Выполнили. Далее смотрите, я выполняю столбик без накида и приступаю к выполнению следующего лепестка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок, ввожу крючок в эту же вершинку, выполняю незавершенный столбик с 3 накидами. Немножко быстрее буду делать. 3 накида, еще один столбик, 3 накида, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 в шестую, 3 накида, еще раз незавершенный столбик, все петелечки на крючке вместе и арочка 1, 2, 3, 4, 5, которая крепится столбиком без накида сюда же. И опять столбик без накида, столбик без накида, и начинаем выполнение воздушных петель. И смотрим, вот наши, смотрите, 2 лепесточка готовы. Вот такая красота у нас получается, скажу сразу. Вяжется просто, да, видите, очень красиво, аккуратненько смотрится. Так вы будете выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила все 6 лепесточков, видите. И теперь буду выполнять ряд с бисером.
Давайте завершим наш круговой ряд лепесточков. Смотрите, после того, как я выполнила столбик без накида, ввожу крючок, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида соединительно и подтягиваю. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Воздушная, подтягиваю в эту же вершинку столбик без накида. Далее подтягиваю бисер. И начинаю обвязочку. Буду выполнять полустолбики с бисером. Смотрите, выполняю накид на крючок с бисеринкой. Ввожу крючок под арку. Обратите внимание, вот этот столбик без накида я пропускаю. И выполняю первый полустолбик. Второй, конечно же, с бисером. Третий, четвертый и пятый. Выполнила. И перехожу на следующую арочку. Опять же бисеринка и считаю. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее пропускаю вершинку этого столбика, вершинку вот среднего, да, столбика, ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И смотрим. Вот обвязочка моего лепестка готова. И так я буду выполнять все мои лепесточки. Мне останется завершить ряд вместе с вами, подшить в центр бусинку, и мой цветочек готов. Я начну выполнение. Накид, ввожу крючок под арочку, полустолбик и так далее. И я завершаю выполнение моего цветочка. Обращаю ваше внимание, в центре я уже подшила бусинку. Завершаю выполнение кругового ряда. Пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Далее я еще выполняю воздушную и подтягиваю, при этом обрезаю ниточку. Все, мой цветочек готов. Бусинку уже в центре я подшила. И видите, вот такой у меня цветочек получился. Осталось убрать ниточки. И покажу, как будет такой цветочек еще из пряжи секционного крошения смотреться. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такие красивейшие, просто потрясающие цветочки. Мы с вами выполнили цветочек вот с таким бисером. Вы можете взять буквально любую пряжу, любой крупный бисер, и у вас получится вот такая красота. Можно использовать в качестве брошки, просто декора. Пишите в комментариях, где вы планируете использовать. И вот такой цветочек из пряжи секционного крошения. Смотрите, бисер здесь прозрачный. Вот он как капелька, как капельки, точнее, росы, да, смотрится. Его практически незаметно, но очень-очень нежно получается. Экспериментируйте. Вязание — это всегда творческий процесс. Спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И под видео я даю ссылочки на другие мои авторские мастер-классы. На канале у меня более 1500 мастер-классов по вязанию крючком и на спицах. Присоединяйтесь.